Привет, меня зовут Татьяна Лазарева, и это мой проект «Где я ошибаюсь». Я собрала подростков и взрослых, незнакомых друг с другом, чтобы мы честно обсудили острые и конфликтные вопросы. Итак, это вопрос от взрослого человека. Он как раз хочет совета. Мой ребенок считает, что я люблю младшую дочь больше, а ее, этого ребенка, скорее всего, вообще не люблю. И что отец, который умер от ковида, ее тоже не любил. Что она изгой и жертва. Это, конечно, не так. Как ей дать это понять, что она любима, когда слов уже просто недостаточно? Я думаю, что это придет в любом случае со временем, что это нельзя как-то подойти и в лоб сказать то, что мы тебя любим, неважно что, потому что понятно, как это будет звучать. У меня есть история с моей первой девушкой. Она была нежеланным ребенком. Ее родители это не скрывали никак абсолютно. То есть если моя мама учитель русского языка знала, я подозреваю, знали примерно все на улице. Она сама об этом знала. Это было очень видно отношение ее родителей к ее старшей сестре, которую они очень хотели, и к ней. Сестра получала все, абсолютно подарки, деньги, а Соня ходила... Это как раз это ненормально. Но когда я речь думаю, что идет... это со временем придет. Со временем. Как дать понять? Ребенок говорит, что ему не хватает, он считает себя жертвой, и это все, ты меня не любишь. А как вас любить-то? Вы же выкручиваетесь. Я думаю, что проблема в том, что чаще всего создает такое впечатление после того, как родитель больше всего на стороне младшего ребенка, потому что у старших и у младших очень часто возникают какие-то конфликты, и в них взрослые чаще всего принимают сторону младших, просто потому что младших они еще учат, просто нельзя объяснить, но младшие чаще становятся правыми по мнению родителей. И у меня есть младшая сестра. Как у нас вообще с ней перестали существовать вообще почти какие-либо конфликты, это мне родители объяснили, что если я с ней сам начну дружить, то у меня с ней хорошие отношения. У нас не возникает конфликтов, родителям не надо решать эти конфликты, и всем все здорово. То есть, получается, если есть такой вопрос, попытайтесь сдружить детей. Я сдружился со своей сестрой, у нас перестала вообще существовать такая проблема. Но если им довольно сложно подружиться, попробуйте разделить свое время и на младших, и на старших. Я понимаю, что младшим нужно больше времени, но вам нужно постараться сделать какую-то золотую середину, чтобы каждому ребенку уделять внимание. И просто подавайте какие-то даже малейшие знаки внимания, то, что вы его любите. Запомните, какую шоколадку он любит. Принесите просто из магазина, когда вы ходите в продуктовый. Это очень круто и здорово. Спасибо. Стань, поклонись. Да. Может, ему стул отдельный поставить? Ему отдельную передачу надо делать. Можем местами поменяться. Фигушки. У меня тоже есть младший брат, и мои родители умудрились эту систему обыграть, и совсем у нас нет таких конфликтов, которые связаны именно с папой или мачехой. Это работает именно так, что, возможно, вам всем кажется, конечно, вы знаете, что мы дети, все такое, но вы все равно видите, что мы выкручиваемся как-то так, из себя что-то строим. Мы это делаем как раз потому, что лично у меня с мамой очень часто бывает такое, что, я не знаю, поймете ли вы, но меня обнимают не так, как я хочу. Как будто тебя человек обнимает, чтобы только ему стало так спокойно, комфортно. Ой, вот моя маленькая девочка. А тебе этого не надо. А как ты хочешь? Хочется того объятия, чтобы родитель больше о тебе думал, чем ты о нем. Да, это, возможно, чуть инфантильно. Можешь это донести до своего родителя? Я очень стараюсь. Как ты видишь, как это можно сделать? Сказать, ты меня не так обнимаешь. У меня был такой, между прочим, случай, не с моими детьми, я их всегда не так обнимала, это очевидно. Когда одна девочка, с которой мы там на съемках сталкивались, я все время при встрече такая, и вдруг она в какой-то момент мне говорит, я не люблю объятия, я вообще не тактильная, мне от этого плохо. И я такая, я это услышала. Хотелось бы понять, что может услышать от тебя родитель, который, с одной стороны, беспокоится, что он любит, но делает это как-то не так. А как до него даже донести? Если мы возвращаемся именно к тому, что есть младшие братья и сестры, то как мои родители делают? Конечно, я вижу в какие-то моменты, и у меня все равно есть какие-то такие глюки, его обняли по-другому, я помню, что это было не так. И в эти моменты ты должен посмотреть на своего ребенка и потом, иди к нам тоже.
и вы все вместе уже обнимаетесь. Это не то, что перед тобой сидит там папа или мама и вот так вот говорит: боже мой, какой ты самый прекрасный трехлетка, боже мой, ты сам съел эту кашу. Ну, не надо говорить подростку, что ты такой гениальный, что сам умеешь есть. Но такие мелочи очень важны. И просто пытайтесь все больше и больше кучковаться, сильно не разделять. Самая ужасная боль, у меня, к счастью, ее нет, но когда, правда, старшего обвиняют в том, что ну, ты старший, почему ты не понимаешь, что младший этого еще просто не сознает. Я, конечно, не буду бить своего брата, но когда он видит, что если вот так вот сделать 10 раз, то я чуть-чуть начинаю уже дергаться от того, что что-то сжимается внутри. Родители не должны из-за этого тебя тоже кричать: какого черта ты там к нему прикоснулся. Нет. Вот это у нас очень часто, что как раз брат начал прикалываться и начинать проявлять такую... Это манипуляция. Манипуляция, конечно. да. Он видит, что такое, схема такая, Да, в эти Отлично. моменты Давай родитель еще раз. может как бы с этим играть тоже на самом деле. И потом было очень забавно, что я уже говорю: все, Лука, сейчас ты сидишь, я тебя вот так вот хватаю и не делаю ему больно. Но просто он не может так бы не двинуться, ничего. И когда он говорит: отпусти меня, я его сразу отпускаю. И он такой ужасно обиженный, идет к папе: все, это самый худший человек в жизни, она меня сковывает. И он как бы: да, Лучок, и все такое. А потом я делаю вид, что мне тоже очень обидно. Иду к папе и плачу: вот так грустно, меня Лука задел. И Лука вот так вот смотрит, что папа гладит меня по головке. И как бы что происходит? Вроде бы мне было больно, а тут еще вот это вот не пойми кого, старше меня там, не знаю, в 4 или в 5 раз тоже гладит по головке. В этот момент понимаете совсем, что может быть по-разному. Спасибо. Друзья, минуточку внимания. Как вы уже поняли, мы будем стараться почаще выпускать на этом канале вот такие короткие видео о взаимоотношениях подростков и родителей. Команде проекта «Где я?» и лично мне эта тема кажется настолько важной, что мы решили обратиться к вам за помощью. Поддержите нас финансово, если вы хотите, чтобы мы продолжили наше нужное дело. Ссылку на DonorBox я оставлю в описании. И, конечно, не забудьте подписаться на этот канал и поставьте лайк прямо сейчас, для того, чтобы это видео увидело как можно больше людей. Смотрим дальше. Мне кажется, мы уже поговорили про отношения с младшими братьями и сестрами. Я думаю, я могу ответить на вопрос, как любить и как выражать свою любовь. Если раньше, когда ребенок был маленький, можно было выражать любовь тактильно, это объятия, там поцелуи, все остальное. Когда ребенок подрастает, как будто бы он хочет, чтобы любовь к нему выражали на уровне действий к ребенку. То есть Внимательных каких-то, да, поступков. надо обращать на него внимание, надо прислушаться к тому, что он вам рассказывает, что говорит. Не просто совершать больше действий, которые ребенок будет видеть. Если что-нибудь ему нравится, сделайте это, чтобы он увидел то, что вы понимаете, то, что ему это нравится, и то, что вы это сделали, чтобы показать ему то, что вы его любите, и вы делаете то, что ему нравится. Я тоже, да, немножечко от родителей тут скажу, что мы действительно учимся. И вообще это очень большая проблема, когда рождается второй ребенок. Ты не знаешь, как это оказывается. Это очень... Нет, не в смысле большая проблема, когда рождается ребенок. Пока что это маленькая проблема. Проблема, да. Между тем, как они начинают... То есть ты не знаешь, это можно прочитать миллион книжек. Но сейчас, кстати, с этим полегче. Ну, вот я когда... У меня родилась вторая дочь после первого сына, он просто... был, сколько ему, 3 с чем-то года был, он просто меня держал за руку и говорил: ты меня любишь? Ты меня любишь? Ты меня любишь? Потому что я как будто бы его перестала любить и любила, все время вот эту носила ее там на руках. То есть ты носишь этого маленького, у него в голове типа: это что за хрень какая-то там непонятная орет, а я? То есть вот это очень сложно для нас тоже как родителей. Я потом уже поняла, что когда у меня родился 3-й ребенок, я этим 2 сказала, что: чуваки, я это вообще не знаю, что такое. Я-то вас уже знаю, как бы, нет, это мое, конечно, но я вас знаю хорошо, мне с вами это, давайте там посмотрим, что получится, там разберемся. Но это приходит с опытом, а с первым он страдал ужасно. Я хочу сказать, что если вы вдруг планируете второго ребенка, и у вас есть первый, то подготавливайте его заранее. Заранее обговаривайте с ним, как себя вести и так далее, потому что у меня так сделала мама моя. У меня младшая сестра родилась, когда мне было 7, и мы даже с ней ходили на фильм, это выходило полнометражное аниме, и там как раз-таки про то, что у мальчика рождается младшая сестра. Вот, и мы как раз-таки заранее все это обговаривали и все это решали. И я, наверное, хочу перефразировать, я не имел в виду, что вам надо разделять свое время на 2 детей, вам нужно понять, какой подход нужен каждому ребенку. Как раз-таки поддерживаю то, что действиями.
сходите, допустим, все вместе абсолютно, посмотрите какой-нибудь фильм, или сходите только вот вы, один вот взрослый, с 2 детьми. То есть вам нужно настроить между ними хорошие отношения. Спасибо. Я хотела поблагодарить прекрасные советы. Мы в нашей семье стараемся это делать. У меня есть старшая дочь, ей 17, и младшая дочь, ей 5, почти 6. Мы стараемся делать совместные выходы, мероприятия. У нас есть семейное утро по субботам, когда мы собираем всей семьей, рассказываем друг другу, как прошла неделя, ну, такие объединяющие нашу семью вещи, для того, чтобы никто не чувствовал себя каким-то отдельным, что мы там только с маленькой общаемся, а вот большая у нас там в комнате закрылась. А вот я хотела у вас спросить, я стараюсь со своей старшей дочерью отдельный день проводить раз в неделю, раз в 2 недели, как получается. Вот мы с ней выходим куда-то, и я ее прошу, например, давай ты сама спланируешь наше время вместе. Будем заниматься тем, что тебе интересно вот на данный момент. Ты мне расскажешь, там, не знаю, про музыку, про фильмы, там, сходим в кафе твое любимое, но только ты это организуй. И у нее как будто ступор возникает. Она такая, а я не знаю. Я не знаю, чем я хочу с тобой заниматься. Как вы думаете, от чего это рождается? Может, у вас ответ есть на этот вопрос? Ваша заинтересованность. Если вы покажете, что у вас столько же идей, сколько и у ребенка, он поймет, что и вы тоже хотите стараться для этого. Это очень приятно, что ты предлагаешь ребенку, давай, я для тебя, вот есть день, твои интересы. Но если вы еще покажете, что вы готовы своими интересами поделиться и также готовы пораздумывать, определить место, просто легче от этого. Мне кажется, еще ты как будто бы переваливаешь на нее немножко ответственности. А может, она к этому и не готова. А может, ей, наоборот, хочется побыть маленьким малышом, чтобы я типа могу за миллион ним... вариантов предложить и да. поделиться. И у меня как раз мысли и списочек, я человек-списочек, поэтому у меня списочек того, с кем, чем позаниматься, очень большой. Тут вопрос, да, может быть, я перекладываю на нее слишком большую ответственность, она так пугается, такой, ой, а что я могу выбрать? А что можно? А это тоже И можно? это тоже можно, да, оказывается. Ну, вроде человеку 17 лет, мне кажется, такой очень близкий возраст быть и жить отдельно, да, в какой-то, там, через годик, через 2. И мне казалось, что это как раз очень классное такое типа время. Ты будешь руководить мной, а не я тобой, не я тебя контролировать. Потому что, ну, все-таки контроль с моей стороны достаточно много еще, да, там и школы, и всякие занятия. А тут ты можешь, у тебя есть свобода, ты можешь пойти вот и выбрать и забронировать нам, что ты хочешь. И вот тут возникает ступор. Но если это реально, как бы, вы воспринимаете, что это на вас ответственность какую-то навешивает, тогда я так делать не буду больше. Я сама буду все планировать тогда. По поводу ступора. Вы можете попытаться сначала сами начать как-то диалог или предложить свою идею, куда можно пойти, что можно поделать, о чем можно поговорить. А потом этот разговор может перерасти во что-либо еще, и подросток, ребенок, да кто угодно, скажет то, что он хотел бы сам поделать, что вообще как. Вот очень хорошая была сейчас фраза «подросток, ребенок, да кто угодно». Ну, правда. Просто одно дело, когда вы предлагаете, и когда вы полностью составляете день. Если вы будете предлагать, тогда вы начинаете обсуждение с того, что можно поделать. Просто это не переваливание ответственности, мне кажется. Если вы начнете, то вы говорите, А давай получается. туда, а давай сюда, да? Ну вот, да. То есть вы начинаете, а может мы пойдем туда? И ребенок говорит, ну не, я бы хотел что-то другое. И объясняет, что именно он хочет. Таким образом у вас развязывается диалог о том, что кто хочет и на что вы согласны. Завязывается. Ну, неважно. Я хочу попробовать свой кейс сказать. У меня 9 лет разница между сыном и дочкой. Осознанные родители. Мы готовили сына, он участвовал там в покупке кроватки, там, игрушек и так далее. И пока она ползала, он был доволен. Любящая сестренка, все хорошо. Когда она, как кошка, начала, все тетради, учебники, дневники, он стал ее тихо ненавидеть. Это неизбежно. Это как котенка в дом обезьянку взять, да, условно. Вот, поэтому они прошли с сестрой много разных стадий. В конце концов, они стали друзьями, они стали смотреть где-то мультики. Просто это рано или поздно случилось. Наша задача же, как родителей, была именно показать любовью, что мы любим и тех, и других. И, насколько я помню, вопрос был как клич о помощи. Почему меня не любят, как от старшего, правильно я понимаю, да. сам был вопрос, да? Что ему обидно. И поверьте мне, я думаю, что моему сыну, я уверен, ему бывало больно, да, почему меня здесь наказали и наругали, она же это сотворила. И они оба потом, как выясняют сейчас, уже когда они подросли, как он сильно издевался над ней, он такое творил, что жуть, да, то есть со своей стороны, как хулиган. И хорошо, что она еще его до сих пор любит, после этого рассказывая мне эти истории. Поэтому эта любовь будет, наша задача просто
Ты правильно говоришь, пойти с ним отдельно погулять, выделить ему это время. Мне кажется, правильно задать вопрос: чувак, чем тебе помочь? Чем я могу тебе помочь? Что ты хочешь сделать? Хочешь туда пойдем? Хочешь на рыбалку? Или хочешь вместе? Или хочешь мы отдадим этого ребенка в другую семью на время? Ну, я не знаю. Детдом. Как говорится, чем бы дитя не тешилось, любовь. Тоже немного свой кейс расскажу. У меня 8 лет разница между сыном и дочерью. И когда они начали друг друга троллить уже, говорить: а мама меня больше любит. Нет, это мама меня больше любит. И я им однажды объяснила: я Андрея люблю дольше. Не больше, а дольше. А тебя ты же не так давно у нас родилась, что люблю я вас одинаково. Но и вот эта фраза, что «а я знаю, мама тебя дольше любит». То есть и вот слово «больше» у нас как-то сошло на нет. Еще продолжу про то, чтобы мама проявляла любовь. Но вам, наверное, стоит сказать, если мама не спрашивает... Я просто однажды книгу прочитала «5 языков любви». И я это применила к своему сыну. Я у него спросила: как ты чувствуешь, что я тебя люблю? То есть я думала, что я там, ты мой сыночка, корзиночка, там вот это вот все. Оказывается, нет. Он мне просто сказал: когда ты мне помогаешь. Когда ты меня кормишь. Например. И вот у меня тогда округлились глаза. Ты реально а я этого не делала. И вот когда я у него спросила, и он мне ответил, все, я стала и по его правилам играть, то есть как он чувствует эту любовь. Точно так же у маленькой, как ты, когда ты чувствуешь, что я тебя люблю. Вот он тоже это говорит. А еще, может, родителям больше такой совет, как примирить двоих детей. В общем, тоже всякое бывало. Я им сказала: вот сядьте напротив друг друга, 2 стула, и начинайте говорить: я тебя люблю, ты моя сестра. А следом он говорит, то есть, ты мой брат, я тебя люблю. Это, конечно, первое, я тебя люблю, ты моя сестра. Вот, потом, я тебя люблю, ты мой брат. Ну, поверьте, когда 5 раз человек говорит одно и то же, то его сердце наполняется любовью. Это реально так. Они буквально, 5, 7, максимум 10 раз они начинают плакать и обниматься, и реально говорить: я тебя люблю. Вот так вот. Я им говорю: так, что, стулья достаем? Нет, мам, все поняли, мы там друг друга любим. То есть, но они потому что знают, что сейчас они все равно будут проходить эту терапию, и поэтому они уже ладно, давай, мам, без стульев, все нормально. Офигеть, круто. Но это очень классно, да. И рекомендую, кому родителям пригодится. Ой, это очень хороший лайфхак, надо Жалко его точно поздно. взять. Нет, у меня на самом деле в семье проблема скорее, что иногда младший сомневается в том, что его любят больше. Слушай, тут не важно, кто младший, старший, Да, если их но какое-то всё равно количество, кто-то да. из них начинает Да, сомневаться, да. даже если их 2. В принципе, они дружны, все хорошо, естественно, они тоже ругаются. И как-то когда началось как-то накапливаться, это, кстати, с переездом произошло, накапливается какая-то взаимная агрессия друг к другу, мальчики растут, один другому сказал: слушай, ты знаешь, а я тут узнал, что ты приемный. Это же естественно. Это И жесть. один раз шутка, второй раз шутка. Я так младший смотрю, уже чуть ли не поверил. И я думаю, надо как-то это разряжать. Обычные слова, да это неправда, и так далее. Не работало. И я их собрала, говорю: знаете что? Вы оба приемные. Нет, я приемная. Они такие: ой! Я говорю: да, я приемная мать. А что, нет, не я вас родила. Они: да ладно, ты... то есть, в общем, сейчас этот вопрос закрыт. И это такая шутка, которая разряжает ситуацию, когда есть спор, кто, где мама Не, и Надя, так это далее. жестко. Тоже Да. такой шуточный лайфхак. Спасибо, обсудили этот вопрос, да, ответили на него. В следующий раз ответим на другой.